Друзья, если у вас нет возможности, времени, желания, сил читать аллегорическую повесть Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц», смотрите это видео. Вы будете знать об удивительных приключениях одного мальчика с другой планеты. Написал повесть Экзюпери в 1943 году. Считается самой известной работой автора. Рисунки в книге выполнены самим Экзюпери и не менее знамениты, чем сама книга. К 2011 году «Маленький принц» был переведен на 180 языков мира. Нехило? Рассказ ведется от первого лица, потому и я буду рассказывать так, как будто эта история произошла со мной. Когда мне было 6 лет, в одной из книг я увидел картинку, где змея глотала свою жертву. Там было написано, что удав заглатывает целиком, не жуя, а потом полгода спит, пока не переварит пищу. Тогда я немного подумал и нарисовал свою картинку, где змея спит с проглоченным слоном. Я показал свой рисунок взрослым. Все говорили, что это шляпа. Тогда я нарисовал вот такую картинку, чтобы взрослые поняли, им ведь все всегда нужно объяснять. Взрослые посоветовали мне не рисовать змей ни снаружи, ни изнутри, а побольше изучать географию, историю, арифметику, правописание. Очень интересно. Вот как случилось, что в 6 лет я отказался от блестящей карьеры художника. Потерпев неудачу со своими рисунками, я утратил веру в себя. Я стал летчиком. Кстати, география мне пригодилась. Позже я встречал много взрослых, и некоторым из них показывал свой первый рисунок удава. Но все говорили, что это шляпа. Тогда мне становилось неинтересно с этими взрослыми. Они были как все. Я жил в одиночестве. Мне не с кем было поговорить по душам. Однажды я совершил вынужденную посадку в пустыне Сахаре. Я был один, естественно. Если бы я не смог сам починить самолет, мне пришлось бы умереть в пустыне. Вокруг на 1000 километров не было ни души. Представьте, как я удивился, когда меня утром разбудил мальчик. Он попросил меня нарисовать ему барашка. Мальчик чувствовал себя хорошо. Он не заблудился, он не был истощен, с ним было все в порядке. Я реально офигел. А потом сказал, что я не умею рисовать. Но он настаивал. Я ему показал свой рисунок. Мальчик ответил, что ему не нужен слон в удаве, ему нужен барашек. Я нарисовал сначала одного, не понравился. Второго тоже. Третьего тоже. Тогда я нарисовал ящик. Вот тебе ящик, а в нем сидит такой барашек, какой тебе хочется. Круто, спасибо, сказал он. Это то, что нужно. Смотри, он спит. Так я познакомился с маленьким принцем. Он оказался с другой планеты, с очень маленькой планеты, вернее с астероида B612. Это ведь только взрослым нужно знать номера. Взрослые очень любят цифры. Когда рассказываешь им, что у тебя появился новый друг, они никогда не спросят о самом главном. Никогда они не спросят, а какой у него голос, а в какие игры он любит играть, ловит ли он бабочек. Они спрашивают, сколько ему лет, сколько у него братьев, и после этого воображают, что узнали человека. Я ведь почему вам рассказываю о маленьком принце? Правильно, чтобы самому не забывать о своем друге, с которым я расстался 6 лет назад. Барашек был нужен маленькому принцу, потому что он ел кусты, а на его планете росли баобабы. Пока они еще были маленькими, их можно было бы съедать. Ведь если дать баобабам вырасти, то они своими корнями разорвут планету в клочья. Потому за ними нужно следить. Его планета была такой маленькой, что однажды маленький принц
за один день мог увидеть закат солнца 43 раза. Ему достаточно было постоянно переставлять стул. Каждый день я узнавал от мальчика что-то новое. Однажды, когда я ремонтировал самолет, он стал доставать меня детскими вопросами, типа «Зачем растениям шипы?» Я ответил, что сейчас занят серьезным делом. «Ты говоришь как взрослый. Я знаю одну планету, на которой живет такой господин, который за всю свою жизнь ни разу не понюхал цветка, ни разу не поглядел на звезду. Он никогда никого не любил и никогда ничего не делал. Он занят только одним. Он складывает цифры и с утра до ночи твердит одно: «Я человек серьезный, я человек серьезный». Совсем как ты. Это ведь важно, зачем растут шипы у растений. Это ведь происходит много миллионов лет, а барашек может их съесть. Я только потом понял, почему для мальчика это было так важно. Ведь на его планете рос всего один цветок, который принц полюбил. И он боялся, что барашек может его съесть, даже не подумав, насколько он важен для мальчика. Это была роза. Неизвестно, каким образом ее семена попали на астероид. Роза знала, что она красива, и пользовалась этим. Она приказывала мальчику делать все, что захочет. И тот, очарованный ее красотой, все делал. Роза была гордой и обидчивой, с 4 шипами. Однажды она сказала, что ей холодно на этой планете, и велела мальчику что-нибудь придумать, чтобы защитить ее от сквозняков. В конце концов, ему надоели ее постоянные жалобы, и он улетел на другую планету, хоть и понимал, что роза прекрасна, и она наполняет своим ароматом всю его планету. Возвращаться он не хотел. На прощание он накрыл розу колпаком. Когда она поняла, что мальчик ее покинет, она попросила у него прощения за то, что выносила ему мозг. Роза сказала, что любит принца. Она заплакала. Мальчик полетел на больших птицах. Рядом с его астероидом находилось еще 6 других. Он решил все их посетить. На первом астероиде жил король. Он сидел на троне, его мантия занимала всю планету. Король был рад, что хоть кто-то появился на его планете. Теперь он мог хоть кому-то приказывать. Мальчик спросил, чем же правит король? «Всем», — ответил он, — «даже звезды меня слушаются». Мальчик был восхищен. Вот бы и ему так. Король был умным, он никогда не требовал от своих подданных того, чего они не могли выполнить. Мальчику стало скучно, и он сказал, что полетит дальше. «Останься, я сделаю тебя министром юстиции». «И кого же мне судить?» «Суди сам себя». «Сам себя я могу судить где угодно. Для этого мне не нужно здесь оставаться. Здесь еще где-то была старая крыса. Суди ее, назначай ей смертную казнь, а потом милуй ее». Круто. Ладно, король, пока. Но королю нужно было, чтобы его приказания исполнялись. Тогда он сказал, что назначает мальчика послом. На второй планете жил честолюбец. Он любил, когда им восхищались. Потому он тоже был рад увидеть мальчика. «Я самый красивый, самый умный и самый богатый на этой планете». «Круто, но ведь ты здесь один». «Ну, пожалуйста, восхищайся мной». «Да ну тебя». Маленький принц полетел дальше. На третьей планете жил пьяница. Там было совсем грустно. «Ты что делаешь?» – спросил мальчик. «Пью». «Зачем?» «Чтобы забыть то, что я пью». «Круто. Ну ладно, удачи». На четвертой планете жил бизнесмен. Он был очень занят и даже не поднял головы, когда рядом появился мальчик. «Добрый день». «Добрый. А что ты делаешь?» «Считаю свои звезды с неба». «И что ты с ними делаешь?» «Ничего, я ими владею». «А для чего нужны звезды?» «Чтобы быть богатым». «А для чего быть богатым?»
чтобы покупать новые звезды. Ведь звезды сначала ничьи, а если ничьи, значит будут моими. Если ты найдешь алмаз, у которого нет хозяина, значит он твой. Если тебе первому придет в голову какая-нибудь идея, ты берешь на нее патент, она твоя. Я владею звездами, потому что до меня никто не догадался ими завладеть. И что ты с ними делаешь? Я их пересчитываю. Мальчик сказал, что у него на планете есть 3 вулкана и цветок. Он ими владеет и ухаживает за ними. Для них есть польза в том, что я ими владею. А какая звездам польза от того, что ими владеешь ты? Бизнесмен не знал, что ему ответить. Боже, какие же вы все странные, взрослые. Маленький принц полетел дальше. На 5-й планете был фонарь и фонарщик. Мальчик подумал, для чего на планете, где нет домов и жителей, нужен фонарь и фонарщик. Здесь ему нравилось больше всего. Ведь в работе фонарщика был хоть какой-то смысл. Он включал и выключал фонарь. В чем прикол? Спросил мальчик. Такой уговор. Утром я должен выключать, а вечером включать фонарь. Но со временем планета стала вращаться очень быстро, а уговор остался. Потому я и постоянно включаю и выключаю фонарь. Даже отдохнуть некогда. Принц подумал, что здесь можно было бы и остаться, но планета была уж очень маленькой. Он полетел дальше. На 6-й планете жил географ. Он что-то записывал в толстой книге. «А на вашей планете есть океаны, города, реки, горы, пустыни?» – спросил принц. «Не знаю». «Это как? Вы же географ». «Вот именно, географ, а не путешественник. Мне некогда разгуливать. Я принимаю путешественников и записываю их рассказы. Вот ты, расскажи мне о своей планете». «Да нечего рассказывать. Обычная планета. Но на ней есть цветок». «Да пофиг». «Как пофиг? Он же там самый красивый». Географ объяснил, что океаны и горы вечны, а цветки нет, потому они его не интересуют. И тогда мальчик задумался о своей розе. Она ведь не вечная. Может, я ее зря саму оставил? Да нет, бред. Все правильно сделал. Он попросил географа посоветовать ему, какую планету можно посетить. Он посоветовал полететь на Землю. 7-й планетой была Земля. Эта планета была посерьезнее предыдущих. Шутка ли? На ней жило 2 миллиарда взрослых. Но мальчик никого из них не увидел, потому что приземлился в африканской пустыне. Первым, с кем он познакомился, была змея. «Ты такая маленькая». «И что? Зато я сильная. Укушу любого, и он сразу умрет. Тебя не буду, ты хороший». Мальчик пошел дальше. Он увидел какой-то цветок. «Как дела? Людей видел?» «Давно видел», — ответил цветок. «Люди странные. У них нет корней. Их постоянно ветер куда-то носит». Мальчик пошел дальше. Он увидел сад роз. «Охренеть! Моя роза говорила, что она единственная во Вселенной. А тут таких, как она, несколько тысяч». Ему стало грустно. Он заплакал. И тут появился лис. Они познакомились. Лис рассказал, что сейчас они друг для друга чужие. Но если мальчик его приручит, тогда они станут друзьями и станут нуждаться друг в друге. Лис рассказал мальчику, что ему нужно делать, чтобы приручить его. Прошло время, и настал час прощаться. Мальчик понял, что среди всех лис на земле, его лис самый особенный. И среди всех роз во Вселенной его роза самая особенная, потому что он их приручил. Для всех людей его роза будет такой же, как все остальные, но для него нет. Она будет уникальной, потому что он ухаживал именно за ней. На прощание лис сказал мальчику, что самое главное в жизни –
глазами не увидеть, только сердце это может увидеть. Ты навсегда в ответе за всех, кого приручил. Ты в ответе за твою розу, сказал лис. После лиса маленький принц встретился со стрелочником на железной дороге, с торговцем. Он продавал пилюли, съев которые целую неделю не хочется пить. «И в чем прикол?» – спросил мальчик. «В том, что это экономит время. Целых 53 минуты в неделю. Ты можешь это время потратить на все, что хочешь». «Да?» «Если бы у меня было 53 минуты в неделю, я пошел бы к роднику попить воды». А потом он встретил меня, летчика. Я очень хотел пить, мальчик тоже. Он предложил отправиться на поиски колодца. «Где? В пустыне?» «Ну, пошли». Мы шли долго. Наступила ночь. На небе показались звезды. Мальчик уснул, и я понес его на руках. Я посмотрел на него и понял, что самое главное в нем скрыто внутри. То, чего я не увижу глазами, а могу видеть сердцем. Так я шел и на рассвете увидел колодец. Мы напились воды, и силы вернулись к нам. Ты должен сдержать свое слово. Ты обещал нарисовать намордник для барашка, чтобы он не съел мою розу. Я нарисовал намордник. Мальчик сказал, что завтра будет год, как он попал на нашу планету. Я оставил его у колодца, а сам пошел к самолету. Когда вернулся, то увидел, что он с кем-то разговаривал, но я никого не видел рядом с ним. Он спросил у кого-то: «А у тебя хороший яд? Я не буду долго мучиться». Я подошел ближе и увидел рядом с ним маленькую змею, чей укус убивает в полминуты. Я хотел ее убить из револьвера, но она скрылась между камней. Мальчик обнял меня и сказал: «Я рад, что ты починил свой самолет. Теперь ты сможешь улететь домой». «Откуда ты знаешь, что я его отремонтировал?» Он не ответил, а только сказал, что тоже сегодня отправится домой, на свою звезду. «Теперь, когда ты будешь смотреть на небо и звезды, ты будешь улыбаться, думая обо мне. А другие люди будут думать, что ты ненормальный. Но ведь ты будешь знать, почему ты улыбаешься». Мальчик попросил меня не приходить сегодня ночью, потому что мне может показаться, что он умирает. И еще змея может меня ужалить. Но я пошел с ним. «Мое тело слишком тяжелое, чтобы попасть домой», — сказал он. Наконец мы пришли. Змея ужалила маленького принца, и он упал. Прошло 6 лет. Я еще никому об этом не рассказывал. Я знаю, что он улетел на свою планету, потому что утром на песке я не нашел его тело. По ночам я люблю слушать звезды. Я вспомнил, что я забыл нарисовать ремешок для намордника. Значит, его нельзя будет надеть на барашка. Вдруг он съест его розу. Но ни один взрослый не поймет, насколько это важно. Вот такая трогательная история, друзья. Я вам скажу, что когда я читал ее в школе, я не понимал этой повести. Мне она не нравилась, потому что я тогда не был взрослым. Сейчас совершенно по-другому воспринимается «Маленький принц», потому не судите сейчас строго Экзюпери. Прочтите повесть лет через 20.